Жапаров и коррупционные скандалы, правда или политическая игра? Скандалы вокруг президента Кыргызстана становятся все громче. Люди, которые еще недавно верили в его честность, теперь задаются вопросом, а не превратился ли Жапаров в того самого политика, с которым он обещал бороться. Обвинения в коррупции и непотизме звучат все чаще. Назначение родственников на высокие посты, распределение госконтрактов между приближенными, сомнительные сделки — все это напоминает классическую схему узурпации власти. Какие обвинения выдвигают против президента? За последние месяцы в Кыргызстане прошла волна назначений, которые вызвали шок у граждан. Люди узнали, что ключевые посты в правительстве занимают не профессионалы, а родственники и друзья президента. Громче всего обсуждаются несколько случаев. Брат Жапарова получил высокую должность в силовых структурах, несмотря на отсутствие опыта. Близкие друзья семьи контролируют ключевые министерства, включая финансы и экономику. Чиновники, осужденные за коррупцию, были помилованы и вернулись на госслужбу. Где же обещанная борьба с коррупцией? Или ее никогда не было? Почему его окружение оказалось под ударом? Пока Жапаров обещает народу реформы, его приближенные стремительно богатеют. Они получают контракты без конкурсов, назначаются на важные посты без конкурса, а их бизнесы неожиданно начинают процветать. Но проблема в том, что народ Кыргызстана слишком хорошо помнит, чем обычно заканчивается власть, построенная на круговой поруке. Страна уже переживала смену режимов, и каждый раз причиной было одно и то же — жадность и безнаказанность элиты. Назначение родственников — случайность или осознанная стратегия власти? Жапаров говорит, что доверяет только проверенным людям. Но разве это оправдание? Разве государственные должности — это его личное наследство? Почему самые важные посты распределяются по принципу «свой среди своих»? Эта схема слишком хорошо знакома. Сначала власть собирает вокруг себя только тех, кто ей предан. Потом убираются все, кто мог бы составить конкуренцию. В результате вся система работает не в интересах народа, а на удержание власти. Это начало диктатуры или просто плохое управление? Пока никто не может сказать точно, но ясно одно: доверие к президенту тает с каждым днем. Атака на независимые СМИ: зачем власти затыкают рты журналистам? Когда власть начинает бояться правды, она всегда идет по одному и тому же пути: запреты, блокировки, давление. В Кыргызстане свобода слова когда-то была гордостью, но теперь страна стремительно скатывается к авторитаризму. Закрытие телеканалов, уголовные дела против журналистов, контроль за информацией — это признаки того, что власть больше не хочет слышать неудобные вопросы. Она решила, что проще заставить всех замолчать, чем отвечать за свои действия. Как Кыргызстан потерял 50 позиций в рейтинге свободы слова? Всего за несколько лет страна упала в рейтинге «Репортеров без границ» на 50 позиций. Это катастрофический показатель, который показывает, что власть больше не скрывает своей агрессивной политики против свободы слова. Что же произошло? Телеканал KYRGYZ Next был закрыт за критику правительства. Известные журналисты подверглись преследованию. Среди них Болот Темиров, которого обвиняют в работе на иностранные спецслужбы. Сайты независимых изданий блокируются без объяснения причин. Это не единичные случаи, а системная зачистка информационного поля. Кыргызстан быстро превращается в страну, где только официальная пропаганда имеет право на существование. Почему телеканалы закрываются, а журналистов преследуют? Власть понимает, что если люди узнают правду, доверие к системе рухнет окончательно. Поэтому основной удар идет именно по СМИ, которые освещают коррупционные схемы и разоблачения элиты. Методы борьбы с независимой прессой всегда одинаковы. Сначала запугивание, звонки, угрозы, давление на родственников.
Потом финансовый удар, проверки налоговых органов, штрафы, аресты счетов. В крайнем случае уголовные дела, обвинения в экстремизме, работе на иностранные силы, попытки дестабилизировать страну. А что дальше? Полная цензура, как в Туркменистане. Кого власть боится больше, оппозицию или правду? Раньше власти боялись только политической оппозиции. Но теперь они понимают, что главная угроза — это информация. Не нужен никакой заговор, никакие перевороты, достаточно, чтобы люди просто узнали факты. Поэтому в последние месяцы давление на журналистов усилилось в разы. Публикации о коррупции удаляются по решению суда. Репортажи, разоблачающие элиту, исчезают из социальных сетей. Телеграм-каналы с критикой власти блокируются без объяснений. Но самое опасное — это новый законопроект о защите национальной стабильности. Он может полностью уничтожить свободу прессы в Кыргызстане. Куда движется Кыргызстан: усиление диктатуры или последний шанс на демократию? Когда власть начинает зачищать оппозицию и прессу, возникает главный вопрос: а что дальше? Кыргызстан стоит перед выбором: либо страна окончательно превращается в диктатуру, либо народ даст отпор. Сейчас кажется, что режим Жапарова идет по пути жесткой централизации власти. Все признаки говорят о том, что его команда хочет установить полный контроль над страной, экономика в руках приближенных, независимые СМИ уничтожаются, а на любую критику отвечают репрессиями. Но будет ли народ это терпеть? Или Кыргызстан стоит на пороге больших перемен? Готов ли народ терпеть новые ограничения? Кыргызстан — страна с сильными протестными традициями. Народ уже дважды менял власть, когда терпение заканчивалось. Но сейчас ситуация другая. Жапаров не просто укрепляет свою позицию, он строит систему, в которой оппозиции физически не остается. Людей запугивают: на митинги выходить опасно, в соцсетях критиковать власть рискованно. Но чем больше власть давит, тем сильнее растет недовольство. На улицах еще нет массовых протестов, но настроение людей изменилось. Все чаще в частных разговорах звучат слова о том, что Жапаров стал таким же, как прежние правители. Знаковые фигуры, которые раньше поддерживали его, начинают осторожно дистанцироваться. Они понимают, если режим рухнет, всех, кто был рядом, ждет народный суд. Но как долго продлится это напряженное ожидание? Как международное сообщество реагирует на ситуацию? Пока западные страны предпочитают не вмешиваться. Европа и США ограничиваются формальными заявлениями, а Россия, наоборот, поддерживает жесткий курс Жапарова. ООН выразила обеспокоенность в связи с давлением на прессу, но никаких санкций не последовало. А значит, власти Кыргызстана понимают, что они могут продолжать репрессии без страха перед международными последствиями. Но чем дольше это продолжается, тем больше вероятность, что международные организации обратят внимание на Кыргызстан. Особенно если внутри страны начнутся массовые протесты. На данный момент все идет к тому, что власть решила полностью игнорировать международное давление. Ее больше волнует сохранение контроля, чем внешняя репутация страны. Может ли давление привести к протестам и политическим изменениям? История Кыргызстана показывает, народ терпит долго, но когда терпение заканчивается, власть рушится быстро. Достаточно одной искры, одного события, чтобы люди вышли на улицы. Сейчас есть несколько возможных сценариев развития событий. Сценарий первый: Жапаров укрепляет власть, оппозиция полностью уничтожена. Репрессии усиливаются, независимые СМИ закрываются, все политические противники либо в изгнании, либо за решеткой. Кыргызстан окончательно превращается в авторитарное государство. Сценарий второй: протесты приводят к смене власти. Если уровень недовольства достигнет критической точки, люди могут выйти на улицы. В таком случае у Жапарова останется два варианта: уйти добровольно или применить силу.
Второй вариант опасен, жесткий разгон митингов может привести к еще большей эскалации. Сценарий третий – раскол элиты. Когда авторитарный режим становится слишком жестким, даже среди его сторонников появляются недовольные. Часть чиновников может выступить против Жапарова, и тогда власть начнет разрушаться изнутри. Сценарий четвертый – медленный контроль через страх. Власть продолжит подавлять инакомыслящих, не прибегая к открытым жестоким методам. Главное оружие — это страх. Аресты будут точечными, оппозицию будут уничтожать не резко, а постепенно. Если это сработает, Кыргызстан может превратиться в страну, где люди боятся говорить. Сценарий пятый — неожиданный поворот. Сценарий 5 — неожиданный поворот. Политика непредсказуема. Возможно, что-то случится, что перевернет ситуацию: внутриэлитный конфликт, скандальное разоблачение, вмешательство внешних игроков. Любой неожиданный фактор может изменить ход истории. Каким будет будущее Кыргызстана? Это зависит не только от народа, но и от самих властей. Чем больше они будут закручивать гайки, тем выше риск, что в какой-то момент система просто рухнет. В иноско-реплике вопрос остается открытым: это финальное укрепление диктатуры или последняя ошибка власти, после которой все изменится? Политика непредсказуема. Возможно, что-то случится, что перевернет ситуацию: внутриэлитный конфликт, скандальное разоблачение, вмешательство внешних игроков. Любой неожиданный фактор может изменить ход истории. Каким будет будущее Кыргызстана? Это зависит не только от народа, но и от самих властей. Чем больше они будут закручивать гайки, тем выше риск, что в какой-то момент система просто рухнет. Вопрос остается открытым: это финальное укрепление диктатуры или последняя ошибка власти, после которой все изменится?